сверкающем, но полном неписанных правил мире кей-поп нет новости, способной потрясти основы индустрии сильнее, чем слух о романе между двумя суперзвездами. На этот раз прожектор общественного внимания осветил два величайших имени разных поколений, находящихся на пике своей славы – Чонгука, золотого макне глобального феномена BTS, и Винтер, визуала и вокалистку группы aespa, которая сейчас доминирует в мировых чартах. Эта история не просто мимолетные сплетни, это кульминация серии совпадений или, возможно, намеренных действий, которые были тщательно собраны миллионами пар глаз фанатов, превратившихся в детективов-любителей. В то время как обязательная военная служба должна была стать периодом тишины для айдола, имя Чонгука вновь разжигает страсти. Но на этот раз не из-за его музыкальных достижений, а из-за тонкой красной нити, которую пользователи сети протянули к загадочной фигуре Винтер. Напряжение началось с мелочей, но в мире фэндома нет слишком мелких деталей. Когда орбиты этих двух звезд пересеклись, даже малейшая искра вызвала взрыв, эхо которого разнеслось по всему миру. Давайте вернемся к моменту, который считается катализатором, превратившим спекуляцию в реальность в глазах общественности. В то время Чонгук находился в увольнении со своей военной службы. Для южнокорейского солдата отпуск – это священное время, возможность снова стать обычным человеком, обнять родителей, поесть домашней еды и исчезнуть с радаров. Однако Чонгук сделал иной выбор. Он появился в центре толпы, и не где-нибудь, а на концерте aespa. Его присутствие там стало настоящей аномалией. Интернет-пользователи задались вопросом, почему именно aespa? Почему Винтер? Чонгук имеет доступ к концертам любых мировых звезд, но тот факт, что он потратил драгоценные часы своей свободы, чтобы посетить концерт женской группы конкурирующего агентства, стал мощным невысказанным заявлением. Среди тысяч зрителей с лайтстиками его фигура казалась сигналом. Фанаты начали анализировать его язык тела и взгляды. Для скептиков это была лишь поддержка младших коллег, но для тех, кто что-то подозревал, это был смелый шаг мужчины, который хотел увидеть кого-то особенного, рискуя попасть под прицел камер. Этот концерт стал нулевой точкой, где семена подозрений дали свои первые всходы. После концерта интернет превратился в гигантский зал суда. Форумы в Корее и социальные сети по всему миру взорвались обсуждениями. Пользователи начали микроскопический анализ, сравнивая фотографии и открывая старые архивы. Список улик оказался пугающе длинным и конкретным. Одной из самых интимных улик стали ушные мониторы. Для певца это не просто инструмент, это связь с музыкой. Пользователи сети обнаружили, что Чонгук и Винтер используют кастомные мониторы с удивительно похожим дизайном и цветовой гаммой. В культуре кей-поп использование идентичного дизайна в столь личном предмете, который находится в их ушах, когда они поют о любви, считается скрытым способом сказать «мы слышим одну и ту же мелодию». Внимание переключилось и на татуировки. Чонгук известен своим художественным рукавом. Внимательные фанаты увеличили фотографии Винтер и заявили, что заметили на ней маленькие рисунки или символы, стили значения которых перекликаются с татуировками Чонгука. Является ли это просто схожим эстетическим вкусом или секретным кодом, выгравированным на коже? Если мониторы и тату можно списать на искусство, то пользователи предъявили доказательства из повседневной жизни – сандали и шорты. Были найдены фото Чонгука в уникальных сандалиях, и вскоре Винтер появилась в точно такой же модели. Но самым убедительным аргументом стала домашняя одежда. Шорты, которые они носили, были идентичны по бренду и узору. Нарратив, выстроенный фанатами, был прост. Эта одежда не для сцены. Это одежда для дома, для уютных вечеров на диване. Сходство в расслабленном стиле намекало, что они проводят время вместе вне камер, в полной приватности. Кроме того, браслеты, которые часто называют неофициальными обручальными кольцами айдолов, также привлекли внимание. Блеск металла на запястьях Чонгука и Винтер неоднократно совпадал, от люксовых брендов до простых нитей. И чистота этих совпадений казалась невозможной для простой случайности. За пределами физических улик фанаты начали анализировать химию. Почему Чонгук и Винтер?
Они представляют собой классическое притяжение противоположностей – огонь и лед. Чонгук – это энергия, страсть, бокс и музыка. Он теплый и яркий. Винтер же часто описывают как спокойную, холодную красавицу с загадочной аурой. В воображении фанатов эта динамика выглядит невероятно романтично. Тепло Чонгука растапливает лед Винтер, а спокойствие Винтер становится гаванью для бурной энергии Чонгука. Этот психологический портрет превратил грязные сплетни в красивую историю любви, за которой следит весь мир. По мере того, как гора цифровых доказательств росла, градус дискуссии повышался. Фанаты разделились на два лагеря – тех, кто яростно отрицал все, называя это совпадением спонсоров, и тех, кто начал верить в рождение новой сильной пары. Однако в центре этого шума зияла пустота. Официальные агентства Hype и SM Entertainment хранили гробовое молчание. Обычно, если слух ложный, опровержение выходит за считанные часы, но здесь дни превращались в недели. Молчание лишь подливало масло в огонь. Кульминация наступила 5 декабря. Давление СМИ стало невыносимым. Эксклюзивный репорт издания My Daily заставил Hype нарушить тишину. Все ждали жесткого опровержения, но ответ агентства шокировал индустрию своей двусмысленностью. Вместо того, чтобы сказать, что это ложь, Hype заявили «Мы проверяем факты». Эти два слова прозвучали как гром среди ясного неба. Для экспертов индустрии это вызвало массу вопросов. Почему нужно проверять? Разве менеджеры не знают все о своих артистах? Может быть, это сложности связи, так как Чонгук Ванни? Или это попытка выиграть время, так как агентство знает, что дыма без огня не бывает, и готовит стратегию, как мягко преподнести правду? Этот ответ не погасил пламя, а лишь изменил направление ветра. Теперь вопрос стоял не о том, одинаковые ли у них сандалии, а о том, почему агентство не может сказать твердое «нет». На данный момент мы находимся в подвешенном состоянии. История Чонгука и Винтер превратилась из сплетни в захватывающую сагу. С одной стороны, Чонгук в военной форме, возможно, улыбающийся экрану телефона в редкие минуты отдыха. С другой — Винтер на сцене, поющая о любви с ушным монитором, который может хранить их общий секрет. Ответ Hype «Мы проверяем» оставил дверь широко открытой. Это создало атмосферу ожидания, похожую на финал открытой книги. Общественность замерла. Закончится ли эта проверка подтверждением рождения новой королевской пары кей-поп или же запоздалым и неубедительным опровержением? Ясно одно – эта история стала самой интригующей главой в книге корейского шоу-бизнеса этого года. Это современный роман, написанный в эпоху цифровых технологий, где любовь измеряется не письмами, а совпадением брендов и безмолвными кодами. И пока не будет поставлена финальная точка, каждый их шаг будет рассматриваться под микроскопом в этой бесконечной погоне за истиной. Мир кей-поп взбудоражен слухами о романе Чонгука из BTS и Винтер из aespa. История началась с того, что Чонгук во время увольнения из армии неожиданно посетил концерт aespa. Вслед за этим фанаты-детективы обнаружили множество подозрительных совпадений. Парные татуировки, идентичные браслеты, одинаковые сандалии и даже схожий дизайн ушных мониторов. Напряжение достигло пика 5 декабря, когда агентство Hype нарушило молчание. Вместо привычного жесткого опровержения они дали двусмысленный ответ «Мы проверяем факты». Это заявление лишь подлило масло в огонь, заставив миллионы фанатов гадать, это просто череда случайностей или рождение новой звездной пары, которую агентство пока не готовы раскрыть.